Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я сегодня добралась до фетра и буду делать всякие милые безделушки. Я не буду ваше время тратить, показывать, как я вырезала кружочки. Вот у меня тут еще куча пуговичек. Я собрала все мелкие и буду собирать красотищу. Хочется еще чего-нибудь поярче для души. Хочется вот, не задумываясь, что-нибудь. Я решила показать вам, что можно сделать с фетром. Я не буду подбирать прям вот цвета, мне хочется ярких красок, поэтому я наоборот буду делать вроде как несочетаемые вещи, яркие цвета. Поэтому, мне кажется, это нужно иногда. Это как цветотерапия. Вы знаете, в индийских ведах написано, что человек в течение дня должен не меньше 13 цветов увидеть разных. Но и мы не всегда видим эти 13 цветов. Особенно при том, что у нас 8 месяцев в году зима. Конечно, нам не помешают яркие краски в нашей жизни. И, кстати, индийцы считают, что чем больше красок в твоей одежде, тем ты моднее одет. То есть они не смотрят, как мы там сочетается, что-то не сочетается. Вот все несочетаемое. Мы будем считать, что это одет как пленный немец там, или как клоун. А они будут считать, что одет очень модно и красиво. Они вообще любят все очень яркое. Вообще в азиатских странах очень низкое количество депрессий по статистике. Хотя эту статистику портят индийцы. У них на 35% больше в депрессий, чем в остальных азиатских странах. Но у них жизнь очень трудная, видимо, у индийцев. Они все время заморачиваются. Но мы будем считать, что у нас цветотерапия. Яркие краски, несочетаемые цвета. Нет, можно сделать и сочетаемые, конечно. Но мне вот хочется сегодня яркого, нарядного, веселого, такого радостного, как из детства. На улице прекрасная погода, жарища. Я сижу на веранде, на даче. У меня то птички запоют, то самолет пролетит мимо. Я вообще-то обычно слушаю радио, но во время записи выключила, чтобы меня YouTube не забанил за использование авторского контента без разрешения. YouTube считает, что если я больше 20 секунд чужую музыку использую, значит, я должна отстегнуть автору. У меня что отстегивать? Нечего отстегивать. Следующий я взяла темный цвет, темно-синий. Так захотелось. Мне захотелось, чтобы с пуговичкой немножечко перекликался цвет. Прям ровно такого же синего у меня нету. Но мы же сегодня решили или сочетать несочетаемое, или не сочетать сочетаемое. Совершенно простейшими стежочками делаю. А насколько украшается сразу, я обязательно из этого сейчас сделаю кое-что интересное. Маленькие подарочки, которые очень быстро делаются. Такие, не то что подарочки, презенты такие. Вы можете сделать этим внукам, внучкам особенно, наверное, потому что мальчики такие яркие. Для мальчиков можно сделать что-то не яркое. Возможно, они тоже будут пользоваться. Готово. Я, кстати, в прошлый раз показывала, какими я нитками вышиваю. Вот такого плана нитки я купила всех цветов радуги. Потому что мулине все-таки дороговато получается. А эти там 110-120 рублей за моток. А тут я не знаю сколько метров. Наверное, метров 200. Вязальные, тоненькие. И мне очень удобно. Беру иголку с толстым ушком и поехала. Я, кстати сказать, немножечко отодвину. Я 2 таких вот сделала штучки одинаковых. Так вышло. Я 2 вот эти одинаковые сейчас использую. Покажу, что можно сделать. Кстати, сейчас лето, многие на дачах. И можно детей своих и внуков привлечь. Скучно же иногда бывает. Развлекуху такую им делать. Что-то интересное. Вот я наделала разных цветов. У меня еще я 3 цвета фетра купила, зеленого, именно 3 цвета. Можно нарезать тоненькими полосочками и сделать стебелечки этим цветочком. Точно так же вот обычным шовчиком, вот таким вот просто обычным, пришить к ткани. И вот тебе цветочки, букетик уже целый. Это как хотите можно использовать. Вот. А я сейчас продолжу. А я хотела еще сказать, кому не нравится вот такая яркость,
Вот, я покажу, какие можно сделать. Вот я сделала из вот таких вот спокойных цветов. Смотрите, тоже очень хорошо смотрится. Мне хотелось и то сделать, поэтому я сделала. Здесь вообще у меня получается вот 4 цвета. Белый, темно-коричневый, светло-коричневый, серый. Ну и нитки белые и коричневые я тут пока использовала. И вот бежевенькие вот такие вот. Можно разные варианты. Причем здесь фетра только белые. Вот это вот у меня пальтовая ткань и серая тоже пальтовая ткань. Можно сделать в каких хотите цветах. Но мне захотелось вот и ярких, и не ярких попробовать сделать. Вот. Что я буду делать дальше? Продолжаем. Вы все помните, может быть, у меня вот такая разноцветная стропа есть. Я прямо отрезала маленький кусочек. Краешек вот зажигалкой опалю, чтобы она у меня не сыпалась. Вот, она заплавилась, потому что она синтетическая. Вот так. Вот так вот складываю в 2 слоя вдоль. И вот здесь вот строчку прокладываю. Я буду делать петельку такую. Мне надо сшить. Прострочила, я даже не стала заморачиваться. Нитки черные у меня были вложены, я черные и оставила. Смотрите, можно вот этой стороной петельку эту, а можно вот этой стороной. Так как здесь и там куча разных цветов, то в принципе, ну я, наверное, вот это и сделаю. Толстовато получается, конечно, по сравнению с толщиной фетра, но это ничего страшного. Я решила вот так вот пристрочить одну сторону к этому цветочку, а вторую сторону к этому цветочку. Но прежде, так как это у меня будет брелок, я сюда колечко для ключей всуну сразу. Ну, сначала пристрочу вот одну сторону, а потом колечко всуну и пристрочу другую сторону. Посмотрите, вот так вот я пристрочила, но здесь очень слабенько держится, потому что этот фетр тоненький. И я решила еще пришить. Но я пришью так, чтобы, в принципе, можно, конечно, сюда, но тогда придется еще вышивать. Я просто через 2 слоя фетра, не доходя вот до этого розового, вот пришью. Ну вот, так-то оно покрепче будет. И то же самое я сделаю с другой стороной. Посмотрите, что получилось. Уже держится прям вот крепко. И я теперь вот так вот складываю. Узелок завожу с изнанки, делаю. И начинаю сшивать. Также обметочным. Я выбрала в этот раз зеленую ниточку, потому что я продолжаю хотеть яркого. Вот скрепила булавочкой, чтобы мне было удобнее. Здесь вот я, конечно, просто по черным этим ниткам пройдусь насквозь, чтобы просто их спрятать, замаскировать за ярким зеленым цветом. Заодно дополнительно сошью их между собой. И дальше пошли известным нам стежком. Сшиваем сиреневую только. Сиреневый краешек. Так как краешек тоненький, то можно почаще делать стежки, чем вот мы делали с синими нитками. А я тем временем напоминаю, не забыть подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто уже подписан, не забудьте нажать колокольчик справа от кнопки подписаться. Это очень важно. Пожалуйста, нажмите. Вы будете получать уведомления о моих новых видео. Вот скажите, красивый и прикольный брелочек получается для девочки. И, как и для любых детей, яркий, во-первых. Во-вторых, почему брелок должен быть детский, яркий? Да чтобы всегда можно было найти ключи, если вы на них брелок нацепили. Дети же вечно все теряют, а тут упадет точно издалека заметно. Смотрите, вот он сейчас плоский, только вот в месте, где петелька поплотнее немножко, можно сюда вот добавить синтепончика вовнутрь. Вот, взяла немножечко синтепончика, сейчас я его вовнутрь засуну. Он, наверное, не будет оттуда выглядывать, мне кажется. Получится тогда вот такой вот немножечко выпуклый. И это прикольнее, по-моему. Колечко у меня, конечно, позорное. Это потому что я на даче вот нашла только вот какое-то ржавенькое. Из своих ключей уже не стала доставать. Ну, в конце концов, его же можно снять и заменить на нормальное. Так, все дошила. Вот здесь вот я теперь завязываю узелок. Вот, и теперь я нитку эту пропихиваю туда вот вглубь. Вот так вот. И только вот здесь вот я ее обрезаю. Она туда внутрь сама уйдет, а у меня будет все красиво. Готово. Красота. Да, кстати, для мальчиков, кто хочет сшить, ну вот такого плана без
цветочков. Можно такой, ну, расцветки подобрать, сделать такой в моряцком стиле. Синие, белые, голубые цвета. Немножко красного можно добавить. Вот, так что смотрите, какая неземная красота может получиться. И душа радуется, прям вот реально с разноцветными вот такими вот, с такой кучей цветных разных безделушек. Можно бусинами украшать, бисером, да хоть кружевами. Ну как, нравится вам моя мысль? Я думаю, прикольный брелок получился. Я даже себе возьму. Он, во-первых, достаточно крупный, а во-вторых, он не тяжелый. Он и утягивать не будет, и находиться сразу ключи будут. Ну, кстати сказать, хотела вам показать, чем еще можно заняться самим и занять детей на даче. Посмотрите, мы рисовали красками, разрисовывали камешки. Тоже захотелось чего-нибудь яркого. Здесь у меня сын рисовал вот семейство рыбок и пингвинов. Это вот гости у меня были, дети рисовали вот эти вот такие вот. Здесь вот совушки семейства. Было больше, но их разобрали тоже гости, не те, которые рисовали. Это можно самим заняться, детей занять, накупить красок, кисточек и рисовать. Раскрашивали красками акриловыми или гуашью. Ну, вот обычные и акриловые, и всякие использовали. Перед этим загрунтовывали сначала, просто какой-нибудь краской камешек отмывали, какой-нибудь краской его красили, черный или белый, в зависимости от того, какой фон нужен. И только потом уже по этому фону рисовали. А сверху потом я просто из пульверизатора, лак такой вот есть, я просто побрызгала, чтобы эта краска не слезала. Или вот такой вот вариант, просто приклеили камушки друг к другу, нарисовали им глаза. Инсталляция эта тяжелая, можно как пресс для капусты. Прикиньте, у кого-то микробы из-под ободка унитаза выглядывают, а у вас из ведра с капустой будут такие смотреть. Я его, конечно, не использую как пресс, он у меня стоял там, запылился весь он. Посмотрите, я себе на ключи прицепила. Ну и прикольно он выглядит, и не прям вот сильно большой. Такой девочковый. У меня до этого был вот этот металлический, и теперь еще мягкий. Ну, тут сниму, наверное, тяжесть такую. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И спасибо, что досмотрели до конца.